Мужчина спас беременную львицу. Но то, что лев сделал дальше, по-настоящему душераздирающе. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Пара львов, живущих в заповеднике Масаи-Мара в Кении, находилась под постоянным наблюдением рейнджеров. Льва-самца звали Асан. Он был крупным, отважным и всегда ходил рядом со своей подругой. Львица по имени Лира находилась на последнем месяце беременности. Ее живот становился все больше и тяжелее. С тех пор, как она забеременела, Лира больше не охотилась, а только бродила вокруг редкого кустарника. Асан брал на себя роль охотника, принося еду Лире каждый день. Привязанность между ними была очень сильной. Они всегда терлись головами друг от друга, показывая любовь. Когда Лира приблизилась к своему сроку, Асан стал более осторожным, не отходя от нее ни на шаг и не задерживаясь надолго на охоте. Однажды утром, в начале сухого сезона, Асан и Лира вышли из кустов и направились на открытое пространство. Они решили отдохнуть под большим деревом на краю луга, недалеко от станции рейнджеров. Внезапно Лира начала стонать. Ее живот дергался и напрягался. Признак родов. Боль заставила львицу кататься по земле. Ее лапы подергивались, и она тихо рычала от боли. Асан был в замешательстве, не зная, что делать, и издал громкий рев, чтобы привлечь внимание. Его рык разнесся по всей округе, привлекая рейнджеров, патрулировавших неподалеку. Лира тяжело дышала. Слезы текли из ее глаз, тело дрожало от сильной боли. Асан пытался лизнуть лицо своей подруги, чтобы утешить ее, но Лира не могла контролировать боль. Наконец, она рухнула на землю. Ее тело упало на бок, дыхание стало слабым и медленным. Асан сделал несколько шагов назад, рыча еще громче и свирепее. Его глаза метались в поисках помощи. Под животом Лиры появилась кровь, заставив Асана нервно реветь. В небе кружили несколько стервятников, почуявших запах крови, но Асан не сдвинулся с места. Для Лиры это был момент между жизнью и смертью. Либо ее спасут, либо все закончится здесь. Микаэль и Саму ехали в патрульной машине по восточной части Масаи-Мара, когда услышали необычный рев. Они остановили машину и с помощью бинокля стали наблюдать в направлении звука. Вдали они увидели Асана, стоявшего рядом с рухнувшей и истекающей кровью львицей. Понимая всю серьезность ситуации, они решили действовать быстро, чтобы успеть вовремя. Саму подготовил ружье с транквилизатором, а Микаэль достал аптечку из багажника. Асан заметил приближение людей, но не проявлял агрессии. Казалось, он понимал, что это не враги, а те, кто может спасти его подругу. Когда Асан отступил на несколько метров, Микаэль быстро подошел к Лире и проверил ее состояние. Дыхание львицы постепенно слабело. Ее живот вздулся, и кровь продолжала течь. Микаэль сделал инъекции обезболивающего и препаратов для стимуляции родов в подкожную вену. Саму стоял возле машины, все еще держа ружье в руках, не отрывая взгляда от Асана ни на секунду. Асан не двигался с места. Его глаза были полны тревоги. Он смотрел на Лиру. Рейнджеры понимали, что борются со смертью и одновременно завоевывают доверие льва. Примерно через 10 минут после инъекций у Лиры снова начались сильные спазмы. Микаэль надел перчатки и наклонился, чтобы помочь, сохраняя ровное дыхание и проверяя положение детеныша. Маленькая голова показалась наружу, и вскоре первый детеныш был вытащен в этот мир с тихим рычанием матери. Прежде чем они успели порадоваться, началась еще одна схватка, и второй детеныш появился на свет. Наконец, родился третий львенок, немного слабее, но живой. Микаэль вытер полотенцем кровь и слизь с 3 детенышей.
Саму тихо отступил к машине, позволяя Асану подойти ближе. Асан сохранил дистанцию, но тихо зарычал, подтверждая свое присутствие. Микаэль положил 3 детенышей на живот матери, позволяя им начать сосать молоко. Асан сделал несколько шагов вперед, не отводя взгляда от своих детенышей. 2 рейнджеров посмотрели друг на друга молча. Затем Микаэль слегка кивнул. Сигнал о том, что миссия выполнена. Новая жизнь только что родилась в дикой природе, благодаря любви и доверию между животными и людьми. Микаэль отступил к Саму. Оба постепенно отошли ближе к машине, чтобы дать место львам. Асан подошел к своей подруге и наклонил голову, осторожно обнюхивая детенышей. Он лег рядом с Лирой, вылизывая каждого львенка по очереди. Хотя Лира все еще дремала, ее рефлексы постепенно становились яснее. Она положила одну лапу на тело первенца, как будто бессознательно обнимая его. Асан поднял голову и посмотрел на 2 рейнджеров, словно благодаря их. Микаэль положил руку на плечо Саму. Оба стояли неподвижно, наблюдая за трогательной сценой, развернувшейся перед ними. Они не произнесли ни слова, но их сердца были наполнены неописуемой радостью. Жизнь была спасена. 3 жизни были приняты. Это была величайшая награда. Семья львов официально воссоединилась, став еще более сплоченной, чем когда-либо. Микаэль и Саму отошли подальше и достали бинокль, чтобы не напугать Асана. Они сидели неподвижно некоторое время, наблюдая, чтобы убедиться, что вся семья в безопасности. Когда они увидели, как Лира подняла голову и начала понемногу вылизывать своих малышей, их радости не было предела. Когда солнце окончательно взошло, Асан пошел вперед, а Лира последовала за ним с 3 львятами, ковыляющими сзади. Львиная семья постепенно вышла на широкую лужайку вдали от тени деревьев, туда, где родилось чудо. 2 рейнджеров завели машину и тихо уехали, оставив семью в дикой природе. Этот короткий, но великий момент навсегда остался в их сердцах. В заповеднике Масаи-Мара есть невысказанные истории между людьми и дикими животными. Любовь, доверие и преданность соединяли их в момент жизни и смерти. Семья львов, Асан и Лира, стала символом бурной жизни природы. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.